Друзья, всем привет, это Александр. И сегодня у нас опять будет очень интересный ролик. Хочу с вами поделиться своими ощущениями от автомобиля Li-Xiang китайского производства. Ну и, собственно говоря, прорекламировать наши услуги. Вот. Классный автомобиль, очень интересный. Могу сказать, до этого у меня были в основном только Lexus. Вот. Последний был Lexus LX 570. И я сравниваю, какой этот автомобиль, какой тот автомобиль. Могу сказать, что если сейчас покупать, допустим, новый 600-й Lexus, да, он стоит практически 2,5 раза дороже, и вот этот автомобиль, то выбор однозначно стоит за этим автомобилем. Это L7, очень хороший автомобиль. Почему я свой выбор оставил на L7? Если вы помните ролики, которые я снимал из Китая, да, там я хотел себе купить L9, но вот смотрите, я просто показываю здесь. Мне почему L9, скорее всего, не подошел бы. Вот у меня здесь, как видите, два детских кресла, потому что я вожу детей. И самое главное, то, что есть именно в L7, здесь есть просто багажник очень хороший. Потому что в L9 багажник очень маленький, а здесь, вот как видите, и хороший багажник, можно туда положить всякие разные вещи и тому подобное. Вот. А в L9 такое не сделать. Я нисколько не хочу сказать ничего плохого об L9, тоже хороший автомобиль, но мне больше всего подходит именно L7. Ну что, друзья, хочу сказать вот по поводу вообще просто управляемости, вообще динамики и всего остального. Ну, все-таки электромобиль, вот ты не чувствуешь никаких вот этих переключения скоростей, это прежде всего. Плюс сама по себе как бы мощь такая, потому что, ну вот, допустим, в этом L7 скорость он набирает там 5 с небольшим до 100. Очень быстро, с учетом того, что этот автомобиль достаточно тяжелый. Да, и самое главное то, что вот здесь в этой машине очень много полезных таких вещей, просто полезных вещей. Да, здесь вот у него, если вот вы посмотрите, здесь у него нету такого большого дисплея, как говорится, но у него здесь есть своя большая проекция, ее, конечно, с камеры не будет видно, а большая проекция показывает абсолютно все, насколько он сканирует здесь вообще полностью, сколько где какие машины идут. Вот я вот смотрю, у меня здесь впереди, какие машины где стоят, где какие идут пешеходы, кто где едет, и он, собственно говоря, определяет, что это вообще за машина, это грузовик или это какая-то легковая машина. Настолько просто умный автомобиль, просто, в общем-то, у меня восторг от этого. И вот здесь дублируется, собственно говоря, и дублируется у меня здесь. Можно и здесь смотреть, можно и здесь и так далее. Получается, ты получаешь полностью максимальную информацию. Вообще, и, кстати, китайцы очень сильно это все продумали. Конечно же, это непривычно, когда ты ездил до этого на других автомобилях, которые, скажем так, менее технологически оснащенные. По салону, друзья, внутри, ну, очень много есть обзоров, поэтому я не буду тут вдаваться в подробности, но могу сказать, что ну, просто все на уровне, с учетом того, что, собственно говоря, я как бы ездил на премиальных автомобилях и знаю, что это такое. Качество кожи, качество вообще всего, отделки и так далее, просто, ну, просто бомба. И самое главное, все удобно. Дисплеи есть у меня здесь сзади дисплей, который для детей, я для них включаю им здесь всякие разные мультики, вот он сейчас там сзади выйдет. Вот, да, есть немножко проблема там по коннекту, потому что там с Ютубом там не так просто все законнектится, да, тут. Но в любом случае это все как бы решаемо, потому что наши умельцы в России все это делают. Здесь еще один дисплей есть, здесь все управление. Кстати, вот сейчас они сделали английскую версию, все на английском языке, это все сделали китайцы. Все через симку, машина подключена к интернету. В общем-то, настоящий смартфон. Это такое мое мнение. Больше всего мне здесь нравится ускорение. Вот раз, и ты просто полетел. Шумоизоляция вообще отличная. Здесь пневмоподвеска, ям вообще не чувствуешь. Я хочу сказать, допустим, если сравнивать с 570-м Lexus, там тоже пневма достаточно хорошая, там тоже так все мягко, но вот здесь сложно сказать, где она лучше, но здесь она тоже классная, просто классная пневма. Адаптивная, может быть, да, скорее всего, и даже лучше, потому что тот Lexus начал выпускаться в 2016 году, на котором я ездил, получается, сколько уже прошло лет. Не знаю, что там уже, конечно, вот в новом 600-м, но, друзья, сколько стоит 600-й Lexus? И сколько стоит вот этот Li-Xiang,
Также здесь очень много всяких разных функций, которые я даже просто не знаю, потому что я еще как бы не изучил. Но самое интересное, вот здесь вот есть, допустим, адаптивный круиз-контроль. Вот для того, чтобы получить к нему доступ, китайцы заставляют, что ты должен там в приложении поучиться. Ты должен пройти так называемый там небольшой экзамен, ответить на вопросы. И также вопросы, которые касаются здесь умной парковки, когда машина сама паркуется. Ну, я тоже это еще не использовал, вот, потому что до этого все руки не доходят. У меня пробег здесь небольшой, я проехал тут около 1500 километров всего. Опять же, что касается каких-то вот там внедорожных характеристик, я не знаю, но куда там ездить за город? Не знаю, я, конечно же, за город еще куда-нибудь съезжу, но по грязи я не езжу, на рыбалку я особо тоже не езжу. Но на самом деле все вот эти обзоры вы можете все посмотреть, они все есть на ютубе. Цель моего обзора, она не такая. Цель моего обзора всего лишь поделиться моими впечатлениями. Я в максимальном восторге от этого автомобиля. Я его могу просто рекомендовать. Безусловно, пока еще непонятно, что будет как бы с качеством, но я однозначно, прежде чем его купить, я изучал все на китайских сайтах. Люди, которые проехали на них 100 тысяч, что они пишут, какие у них отзывы и так далее. Потому что это тоже была такая не покупка, не просто потому, что чтобы это просто взять и купить, а это было просто обдуманное и рационально взвешенное решение. Друзья, вот посмотрите, какая здесь камера. Вот могу сказать, что по камере просто бомба вообще. И все видно. Тут куча камер всяких разных. Не знаю сколько, вообще не знаю сколько, это все можно посмотреть вообще в характеристиках, но он тебе максимально информативно показывает. Вот он даже тебе, смотрите, вот он даже показывает, сколько здесь сантиметров остается докуда. В общем, друзья, такой вот короткий ролик, но самое главное, что я хотел сказать. Наша компания может вам привезти из Китая любой электро или не электро, или вот такой вот последовательный гибрид. Ну, собственно говоря, на самом деле это и есть электроавтомобиль, потому что здесь, который стоит мотор, или моторчик, я бы так его сказал, небольшой, там на 1,5 литра, он просто заряжает батарею. Вот. А полностью все остальное, все характеристики технические, это технические характеристики электроавтомобиля. Так вот, наша компания может вам привезти любой автомобиль из Китая. Цена будет чуть-чуть даже ниже рынка. Все будет открыто, вы будете абсолютно полностью видеть все цены, из чего что исходит. Это цена в Китае, это расходы по Китаю, это таможня, которую вы будете платить на свое имя. Сразу будет автомобиль таможиться именно на ваше имя. Потом там услуги есть брокера, там порядка, тоже это все будет описано, там порядка 80 тысяч рублей. Вот. И следующее, последнее, это доставка до вашего города, куда вам нужно привезти этот автомобиль. Ну, до Москвы, допустим, в среднем где-то сетка с Уссурийска будет стоить порядка где-то 200 тысяч рублей. Ну вот, друзья, допустим, на примере этого автомобиля, это Lysiang L7 Max. В Уссурийске такая комплектация будет стоить, 24 год, конечно же, будет стоить порядка около 6 миллионов рублей. Ну, это вам для понимания, чтобы если вы могли просто сравнить цены по рынку. Вот. А так, наш сайт expresschina.ru, заходите, там раздел есть автомобили, пишите в Telegram сразу нам заявочку, пишите, что вам нужно, и мы вам быстренько это все рассчитываем, привозим вам автомобиль, и вы довольны, и мы. Вот. Мы работаем с Китаем уже с 2009 года, очень давно, поэтому обращайтесь. А вот забыл сказать, если что, Юля тоже будет отвечать на заявки там, да? Да, ваш оператор. Оператор Юля. Все так, ну ладно, мы поехали. Надо будет уже ехать сейчас. Какая у нас погода, смотрите. Сегодня, кстати, дует ветерок. Я вот Юле решил дать прокатиться. Ну, можно нажать на газ чуть-чуть. Чуть-чуть можно? Да нажми, ну не чуть-чуть, нажми посильнее. Легкий, плавный, прям такой нежный, я бы сказала. Нежный. Но он очень мягкий. Это очень мягкий автомобиль. Просто. Да, по сравнению тоже с Lexus, я как обладатель Lexus RX.
Я просто хочу сказать следующее. То, что даже американцы сейчас, у них была пошлина на китайский автомобиль 25%, хотя их особо туда и не везли в Америку. Но они сейчас вообще сделали 100%. Вот. Но не хочу обидеть, конечно, владельцев Tesla. Я на Тесле ездил, понятное дело, динамика крутая, классная машина, но по отделке салона, безусловно, китайцы просто лидируют за свои деньги. За свои деньги, опять же. Сиденье тоже очень комфортно, удобно, хотелось бы сказать. Добавить чуть-чуть. Удобное сиденье, да? Очень удобный, мягкий. Не, сиденье удобно. Да, кстати, здесь есть Кстати, массаж. подголовник, прям вообще такая подушечка. Да, вот эта подушечка. Вот эта подушечка, кстати, у лисянгов вообще классная. Тут, кстати, даже есть массаж. Вот тут можно сейчас так, мы сейчас включим. Я тебе сейчас включу, чтобы у тебя был массаж. Вот, массаж попер. Массаж есть вообще на 4 сиденья. Ну, детей там не помассажируешь у меня. Вот, а как бы тебя может помассажировать и все. Пошло. Вот. Аккуратнее выключай. Выключил массаж. Всё. Да, и скажи свое мнение вот по поводу вот этого дисплея. Ты видишь, как он там информативный, который у тебя впереди, там, перед глазами? Ты его видишь? Да, я вижу автомобиль, я вижу свою скорость. Ну, сейчас он, правда, маленькая, 24 км в час. Передачу отображает. Просто на самом деле к этому дисплею привыкаешь практически сразу, вот, когда садишься. Нет, понятное дело, нужно привыкать. Нужно привыкать, да. Нет, потому что ты только села за него. Я тоже тут, когда первый день там сел за него, я тоже так немножко Волнение. Ну, понятное дело. Как к любому автомобилю. Конечно, нужно конечно. привыкать. Это 100%. Так. Да, все, да, это парковочный тормоз. Да, здесь просто все управление, здесь вся коробка передач, она вся вот здесь. Ну что, захотелось? Обращаемся в экспресс-чайную и заказываем. Вот. Да, здорово, мне понравилось. Понравилось, да? Да. Ну, вот. Женский взгляд. Вот этот лидар, кстати, работает очень прикольно, все определяет, все видит, вот кто откуда там подъезжает. И вот это мне все, оно дублируется на проекционный дисплей, который у меня перед глазами. Кто как куда перестраивается, какой сигнал, кстати, светофора даже горит. Это тоже все показывает. Ну, техника, конечно, просто когда ты с другой машины пересаживаешься, где такого нет, это прям так серьезно впечатляет. Очень серьезно впечатляет. Дисплей отсюда будет не особо в камеру видно хорошо. Вот оснащенность камерами всякими разными. Вот я включил камеру заднего вида. Я вот, кстати, так и не разобрался. У меня здесь есть встроенный регистратор. Не знаю, снимает ли он задний вид или не снимает. Надо посмотреть. Но передний тоже снимает. И такое изображение прям 4К. Очень красивое изображение. Сейчас я вам его вставлю. Вот можно посмотреть, как у него здесь регистратор снимает. Всем удачи, пока. Надеюсь, вам было очень интересно это короткое видео. Будет еще много других видео, поэтому обращайтесь. expresschannel.ru. Заходите, раздел авто, нажимаете кнопочку в Telegram, пишите в телеграмную заявку, и все, мы вам привозим ваш автомобиль. Всем удачи, пока. Так, ну что там, нормально получилось? Да, нормально. Нормально, все отлично.